Итак, собственно, здоровеньки булы, ребятки. Да-да, не удивляйтесь, наконец-то я вернулся спустя более чем 10 месяцев отсутствия. Делаю видео таким вот образом, поскольку объем информации довольно большой, и чтобы максимально все скомпоновать и ничего не забыть, решил, что нужен текст. А так его проще всего зачитывать. Конечно, спустя столько времени меня тут вряд ли кто-то ждет, может какие-то единицы, а я вот очень ждал возвращения к своему любимому делу, к возможности делиться какими-то мыслями, обсуждать их с вами, поэтому даже осознавая весьма скудные перспективы, я все же стремился к этому. Но здоровье скотина начало подводить, а именно глаза начали болеть, краснеть и все что только можно. В какие-то периоды это было настолько сильно, что я вообще не мог подходить к компьютеру. Началось это далеко не 10 месяцев назад, и, собственно, в прошлом году, когда я пропал, тогда, правда, всего на 3-4 месяца, причина была отчасти та же, но поскольку тогдашний случай был впервые, я вообще не понимал, что это, и спустя как раз эти 3-4 месяца, когда немного полегчало, я наивно решил, что все миновало, поэтому поспешил вернуться с большими планами и так далее. Но на самом деле я тогда не то что не был близок к решению, я даже не был близок к пониманию проблемы. Поэтому в итоге, выпустив всего несколько роликов, я снова пропал уже до этого момента. И на этот раз я уже решил, что вернусь только тогда, когда хотя бы что-то начну понимать. Но на данный момент, хоть примерно и понятны причины, но неясно, какая из них является первопричиной. За все время поисков я периодически склонялся то к одному, то к другому, и еще в начале написания этого текста я был совсем другой позиции. Думал, что это будет тотальное опровержение и разоблачение всего того, что пишут в сети. Хотя в каком-то смысле это все равно будет опровержение, поскольку предлагаемые в интернете способы для меня оказались абсолютно безрезультатны. Тем не менее, какие-то наблюдения все же есть, поэтому те, кто испытывает подобные проблемы с глазами, я думаю, мой опыт хотя бы какую-то пользу вам принесет. Итак, начну с небольшой предыстории. Особым здоровьем глаза у меня не отличались с самого детства, но не в плане остроты зрения. Она-то как раз сохранилась довольно неплохой, учитывая возраст в 28 лет, половину из которых я то за приставками сидел, то теперь вот за компьютером. А, например, в плане того, что левый глаз с самого детства страдал блефоритом, если кто знает, что это. Он же регулярно воспалялся, то есть конъюнктивит по всяким пустякам возникал. Эти две проблемы, кстати, скорее всего связаны. Но пока этого не происходило, все было абсолютно нормально. Мы в детстве зачастую по полдня играли в Денди, в Сеги, потом еще и телек смотрели. А в 2008 году у меня появился наконец-то компьютер, и первые годы проблем я вообще никаких не припоминаю. Хотя тогда, конечно, я и сидел за компьютером не так много. Первые же заметные симптомы начались года 4 назад примерно. Незадолго до этого я бросил окончательно спорт, которым раньше активно занимался, и в связи с этим стал буквально сутками засиживать за компом. По 18 часов в день стало вообще в порядке вещей, и нередко даже по двое суток. При этом еще и режим дня стал постепенно смещаться к ночному, и в итоге примерно с 15-16 года я полностью перешел в ночной режим, и солнечного света, считай, не видел. И вот примерно тогда и начались симптомы, которые стали сопровождать меня постоянно. До этого, когда еще веб-дизайном занимался в 12-13 годах, тоже эпизодически, когда нужно было долго в каком-то большом объеме кода выискивать какие-то участки, бывало тоже начинало резать глаза, но это было чисто эпизодически, и в остальное время все было нормально. А вот с 15-16 года начались именно постоянные симптомы, то есть все время, что я сидел за компом, было такое небольшое жжение в глазах, волнами так накатывало слезотечение, то есть такое чувство было, что кто-то рядом непрерывно режет лук. Но тогда, несмотря на постоянство этих симптомов, они были совсем не сильными. И пускай они, конечно, были неприятными, но их спокойно можно было терпеть. Поэтому я даже особого внимания этому не придавал и дальше продолжал так же сидеть.
И вот весной 2018 года произошло обострение. Теперь по утрам глаза были как будто пересохшими. Они с трудом и болью открывались, были красными, и сохранялось это в течение примерно получаса. Но потом, конечно, постепенно проходило. То есть реально ощущение было, будто в них всю ночь дули феном, и ни на что, кроме как на сухость, это не было похоже. Но опять же, через какое-то время это проходило, и дальше все было как обычно, поэтому я и дальше ничего не предпринимал. И вот уже в начале лета этого же года произошло очередное обострение, которое уже игнорировать было просто невозможно. Правый глаз начал натурально болеть при работе за компьютером. Я просто не мог удерживать его открытым. Такое чувство было, что его просто лазером выжигают. И вот с этого момента, точнее даже немного ранее, я начал гуглить по симптомам, что это может быть. И везде это описывалось как синдром сухого глаза. Типа, работая за компьютером, мы редко моргаем, глаза пересыхают и начинаются все эти неприятные ощущения. В общем, я решил наконец поехать в местную больницу, но максимум, кого я там нашел, это молодая, видимо только после института, окулистка, которая буквально с 2 слов определила, что у меня и правда синдром сухого глаза, при этом не проведя никаких тестов. Да, впрочем, у нее и возможности такой явно не было. Ну и посоветовала подобрать какие-нибудь увлажняющие капли. Я купил единственное, что было в аптеке, и прокапав буквально пару дней, никакого эффекта не ощутил, поэтому забросил их. Но, что интересно, этот первый приступ, скажем так, тогда прошел сам собой примерно через неделю. И все оставшееся лето и начало осени не появлялся. Собственно, на это лето и пришлось мое первое исчезновение, и поскольку тогда все прошло само, то в начале осени, когда все гости разъехались, я сразу поспешил вернуться, думая, что ничего такого не произойдет больше, или если произойдет, то также само и пройдет. Но не тут-то было. Вскоре эти самые жесткие симптомы вернулись и дальше только усиливались. И с этого момента я стал испытывать на себе разные методы лечения из тех, что находил в интернете. Для начала скажу о каплях, ибо это, пожалуй, самая частая рекомендация, которую можно слышать. И понятно почему. Учитывая их цену по 600, 700, а иногда даже 800 рублей за маленький такой вот тюбик, это явно хороший бизнес для кого-то. В общем, перепробовал кучу капель, общей стоимостью там, наверное, тысячи за 3-4. По большей части это были слезозаменители, но были также всякие тауфоны, типа восстанавливающие. Были и сосудосуживающие, то есть от покраснений. И всех их объединяет то, что никакого толку, по крайней мере в моем случае, от них не было. Ровно ноль. Точнее положительного толку. Увлажнители они какие-то просто не давали результата, а какие-то даже делали хуже. При том, что теперь уже я применял их основательно, капал часто, буквально каждые 15-20 минут. И не несколько дней, а пока не кончится флакон. Насчет сосудосуживающих, они и правда сосуды убирают, но очень ненадолго, и потом все возвращается в еще худшем виде. Плюс подобные препараты, они, как известно, вызывают привыкание, так что их в любом случае стоит исключить. Дальше из того, что было предложено в Википедии, решил попробовать омега-3 жиры, которые типа положительно влияют на муциновый слой слезной пленки и типа делают ее более стабильной. Закупил кучу рыбьего жира и употреблял его в максимальной дозе в течение, наверное, 1,5 месяца. Но результат абсолютно нулевой, ничего не изменилось. Далее, точнее не далее, а вместе с уже описанными методами, хотя, конечно, это неправильно, ведь если какой-то результат будет, то ты не поймешь, что именно сработало. Но поскольку, забегая наперед, скажу, что результата не дало ничего, то, в общем-то, и не важно. В общем, пробовал также очки самых разных конфигураций, которые по теории должны задерживать испарение слезы и предотвращать пересыхание глаз. Пробовал и обычные, и вплоть даже до таких полностью закрытых, которые и сами быстро запотевали, и вся кожа под ними запотевала, то есть они явно выполняли эту функцию, но глазам от этого легче не становилось ни капли. Пробовал и воздух в комнате увлажнять, хотя у нас окна почти всегда открытые, и с этим точно проблем не должно было быть. Тем не менее, воздух увлажнял, да так, что плесень на стенах появлялась, но опять же никакого толку.
В общем, со временем начали закрадываться сомнения, а сухость ли это вообще? Во-первых, в те периоды, когда все становилось совсем плохо и к компьютеру я вообще не мог подойти, я пробовал сидеть через смартфон в интернете. И, как ни странно, там было заметно легче. Так что я начал думать, а может дело в самих экранах? И, собственно, что фундаментально может в них отличаться? Ну, только сам свет, который они испускают. Короче, начал испытывать различные мониторы, ноутбуки и даже нашел несколько именно ноутбуков, от которых глазам было заметно лучше. Плюс в соответствии с этой теорией о вредном свете, я еще и режим дня сменил с ночного на дневной, чтобы по минимуму использовать искусственный свет. И на какой-то момент это даже помогло, я около месяца не испытывал никаких проблем, но, к сожалению, после этого все постепенно начало возвращаться. После этого перебирал еще разные варианты о влиянии скорости матрицы, о влиянии разных типов нагрузки, об упражнениях и регулярных перерывах. В подробности вдаваться уже нет смысла, главное, что надежного результата не давало ничего. Последнее, что я испытал на данный момент, это вот такие вот очки, сделанные из обычных строительных и которые как бы сдавливают кожу вокруг глаз, и разрез глаз таким образом можно заметно уменьшить, соответственно уменьшив площадь испарения слезы. То есть, опять же, я подумал, если сухость все же является первопричиной, то это явно должно помочь. Ну и, собственно, эффект, конечно, есть и весьма заметный, но все же он далеко не стопроцентный. Особенно если я сижу за обычным монитором, а не за одним из тех более качественных ноутбуков. В моем конкретном случае это MSI CX640. То есть, несмотря на то, что здесь, казалось бы, сухости уже никак не может быть, проблема полностью все равно не уходит. И на разные мониторы глаза по-прежнему реагируют по-разному. Так что да, к сожалению, я не могу точно сказать, что все же таки первично. То ли к мониторам у меня глаза так чувствительны и из-за них уже возникает и сухость, и все остальное, то ли все же они сохнут сами по себе, а мониторы просто это усиливают. Более вероятным, мне кажется, все-таки первое, что первопричина именно в источниках света. И вот почему. Во-первых, проблема проявляется только за монитором. Что бы я ни делал вне компьютера, особенно днем, будь это работа на ветру, на солнце и на жаре, за плитой, проблем нету. Хотя даже вне монитора, когда я, например, днем прихожу на кухню множество раз, я никаких проблем не чувствую. Но вот вечером, как только включается искусственный свет, глаза пусть не так сильно, как за компьютером, но тоже немного начинает резать и слезиться. Во-вторых, я даже проводил несколько раз такой эксперимент, когда глаза уже начинают болеть, я выключал монитор и прямо перед ним ставил книгу или газету и читал ее как можно дольше. Последний раз я его проводил буквально на днях и прочитал полностью небольшую энциклопедию. Ушло на это часа 4, и за это время никаких проблем так и не возникло, как и во все предыдущие разы. Хотя, опять же, несколько раз до этого я проводил его ночью. И вот ночью не все так очевидно было, а днем реально проблем вообще никаких нету. Да, в идеале нужно этот эксперимент проводить в течение хотя бы нескольких недель и читать прям с утра до вечера. Тогда можно будет уже надежные выводы делать. Но у меня просто нету такого количества интересных книг, чтобы целый месяц их читать. Хотя, возможно, я даже специально накуплю себе книг или куплю читалку и таки проведу этот эксперимент как надо. Тем не менее, даже имеющиеся данные все же вызывают серьезные сомнения в том, что сухость – это первопричина. В заключение небольшая аналитика контента по этой теме, который часто встречается в сети. Начну опять же со слезозаменителей. Продвигаются они очень агрессивно. Мало того, что различные статьи неизбежно приводят к тому, что вам нужны капли, так еще и на сайтах самих аптек в отзывах преимущественно явно проплаченные комментарии. Потому что видно, что реальные люди так не могут писать. Зато правдивые отзывы можно найти на сайте iRecommended. Вот там мнение людей о них зачастую не такое благосклонное. В общем, 90% всех подобных капель это, как по мне, просто пустышки, на которых кто-то делает хорошие деньги.
Также активно пиарятся различные компьютерные очки, многие блогеры их рекламируют, но ни нормальных обзоров на них, ни исследований об их позитивном влиянии я не видел. Есть, например, обзор на FUA, но там изначально чувак говорит, что типа у меня с глазами и так нет никаких проблем. Но тогда какие же результаты могут быть у этого теста? Еще можно наткнуться на вроде как нечто более серьезное, препарат Restasis, который якобы борется не с симптомами, а с причиной сухости, воздействуя на сами слезные железы. Стоит он вообще космических денег, полный курс там около 15 тысяч рублей, но даже официально не дается никаких гарантий. На ютубе я о нем нашел всего одно видео, там какая-то американка его себе капает, но дальше о том, помогло оно ей или нет, не говорится ни слова. Также удивляет количество роликов о различных внешних манипуляциях, при этом настолько необоснованных в плане, на какой основе это вообще все должно помогать. В одном видео, например, мужик просто предлагает пить чистую воду. В других всякие колоритные целители показывают различные упражнения и массажи для глаз. Ну и на многих магия этих гуру, видимо, действует, судя по оценкам этих видео. Ну и куча еще подобного мусора, конечно, есть. Что-то люди просто заливают от небольшого ума, а кто-то цинично пытается нажиться на наших проблемах. Вот такая вот, в общем, проблема. Сейчас я, кстати, стал обращать внимание на глаза других людей, на тех же ютуберов разных. И, как я вижу, у многих тоже на глазах есть явно выраженная капиллярная сетка, как и у меня. То есть проблема явно распространенная. Меня, конечно, поражает то, что именно мне повезло с этой херней. Вроде смотришь столько всяких программистов, киберспортсменов, стримеров, и как-то никто вроде не жалуется. И вот именно мне, да, аутисту, для которого интернет и компьютер нужны как воздух, должно было выпасть, помимо всего прочего, еще и это дерьмо, блин. В общем, надеемся на генную инженерию. Путем редактирования генома можно будет переделать все, что нужно в нашем организме в соответствии с современными потребностями, под которые естественным эволюционным путем он бы адаптировался, наверное, тысячелетия. Да, это все, конечно, фантазии, но я думаю, уже при нашей жизни это вполне будет реально. Тем более, что потребность во всем этом будет только возрастать. Ну а пока я планирую дальше экспериментировать и с мониторами, ведь если те упомянутые ноутбуки оказались намного лучше всего остального, и они вряд ли являются вершиной мониторостроения, то, наверное, существуют и еще более лучшие варианты. Некоторые на примете у меня уже есть, они не самые новые и поэтому стоят сейчас недорого, но в свое время считались очень качественными, поэтому начну с них. Потом, касаемо освещения, есть корейские светодиоды Sunlike, у которых спектр максимально приближен к естественному, и если дело все же в нем, то лампы с такими светодиодами, по идее, должны быть лучше. Также хотелось бы попробовать японские капли для глаз, потому что о них как раз многие отзываются довольно хорошо. И это при том, что они официально в Россию не завозятся. То есть, в отличие от обычных аптечных капель, у них явно здесь нет какого-то мощного лобби, которое могло бы их пиарить. Также все-таки специальные очки, блюблокеры так называемые, хотелось бы самому проверить. Не какие-то брендовые типа Гуннар и прочих, а просто в оптике заказать самые лучшие линзы с блюблокерами и протестировать их как следует. Ну и наконец режим дня я буду еще сильнее переводить на дневной, ложиться вообще часов в 10 вечера, а вставать в 6 утра. А летом даже в 4 или в 5 уже светает, так что еще раньше можно. В общем, вот такая промежуточная аналитика получилась. Наверное, мало кому это было интересно, но, возможно, для некоторых было полезно. И если так, то пишите, что думаете, ставьте, конечно же, лайки, распространяйте видео по возможности. Ну а если хотите дальнейшего и скорейшего развития этой темы, можете даже подкинуть немного денег по ссылке в описании. Ну что ж, а на этом все и до скорого.